В исламе бесконечные соревнования в строительстве самых высоких зданий трактуются как признак наступления конца света, судного дня. Но почему-то набожных жителей Аравийского полуострова это никак не смущает. Саудовская Аравия и ОАЭ продолжают соревноваться, у кого дома выше. Не успели в Дубае построить Бурдж-Халиф 828 метров, как соседняя страна стала строить Бурдж-Иду высотой за километр. Не успели его достроить, как в Дубае вырыли котлован под башню Крик-Харбор. Как все знают, сейчас самым высоким зданием на планете является Бурдж-Халифа. Первоначально предполагалось, что проект башни высотой 705 метров будет видоизмененным проектом австралийской Грола Тауэр 560 метров. Менеджеры проекта говорили о том, что высота будет в любом случае больше 700 метров. То есть Бурдж-Халифа после завершения строительства в любом случае станет самым высоким сооружением на Земле. В сентябре 2006 года в общество попали слухи о конечной высоте в 916 метров, а затем даже и в 940. Но все-таки окончательная высота составила 828 метров при 163 этажах, не включая технические уровни. В 2013 году началось строительство Королевской башни Бурдж-Ида. Первый проект предполагал высоту около 1600 метров, но после анализа грунтов было принято решение уменьшить высотность до 1 километра. Небоскреб должны были сдать уже в 2019 году. Что же случилось? Инициатором создания этого уникального проекта и гигантского небоскреба выступил богатейший принц мира Аль-Валид ибн Талал ибн Абдель-Азиз Аль-Сауд, более известный как принц Аль-Валид. Главным архитектором стал Эдриан Смит, который известен своими неординарными проектами небоскребов в США, Китае и ОАЭ. Смит совместно с архитектурной компанией из Чикаго создали поистине фантастическую концепцию города будущего, сердцем которого должна стать Королевская башня высотой 1007 метров. Только на одно ее строительство планировалось выделить $2,2 миллиарда, а на создание всей инфраструктуры города, рассчитанного на 80 тысяч жителей, понадобится более 70 миллиардов инвестиций. Изюминкой проекта должна стать смотровая площадка, диаметр которой достигнет 30 метров и будет располагаться на высоте 157 этажа башни-гиганта. По подсчетам разработчиков, с такой высоты откроется фантастический панорамный вид на Красное море и окрестности в радиусе 140 километров. Строительство небывалого сооружения, которое началось еще в 2013 году и должно было закончиться еще в 2018, но денег у королевской семьи хватило лишь на 26 этажей. Поэтому строительство и было прекращено. Из-за такого простоя и пыл принципа угас, а мировой кризис требовал вложений в более реальные сферы. Проблемы, возникшие при строительстве из-за соленого морского воздуха и влияния ветра при высотных работах, также стали одной из важных причин замораживания столь амбициозного проекта на целых 4 года. Но уже с 2017 года у инновационного концепта появился новый инвестор – саудовская компания Alinma Investment, которая и возобновила строительство. Позже она заключила соглашение с международным сервис-провайдером Orange Business Project, который разрабатывает всю инфраструктуру, связанную со смарт-системами, создав умный город мирового уровня. Общая площадь строительства – 530 тысяч квадратных метров, общее количество этажей – 169, в том числе 2 подземных. Количество лифтов – 59, количество квартир – 439, количество гостиничных номеров – 200, число парковочных мест – 2205. Расчетная стоимость строительства – $1,2 миллиарда США. Главный архитектор башни Эдриан Смит объяснил, как вода должна подаваться до 163 этажа. Это будет происходить поэтапно, с использованием сборных баков на различных уровнях, чтобы избежать слишком сильного давления в трубах. Эвакуация также требует особого планирования. Самая высокая башня в мире через каждые 20 этажей будет иметь пункты скорой помощи, где люди смогут получить питьевую воду и медицинскую помощь. В случае аварийных ситуаций эти пункты будут работать более интенсивно. По состоянию на 22 октября 2017 года было завершено 56 этажей, а центральное ядро, содержащее шахты лифтов и лестничные клетки, достигло 63 этажа. В феврале 2018 года было завершено 65 этажей. Однако с тех пор строительство башни пока не продвинулось. Оно было приостановлено из-за расследований и тюремного заключения ее главных финансистов. В марте 2018 года строительство башни планировалось возобновить, однако этого не произошло, и к 2020 году последним построенным так и остается 65-й этаж. В результате здание не было сдано в срок. Новая промежуточная дата окончания строительства не названа, но ожидается, что к концу 2020 года появится ясность.
Тем временем уже другую высокую башню в Дубай-Крик-Харбор бросили строить из-за эпидемии коронавируса. Крупнейший девелопер Объединенных Арабских Эмиратов Эмар Предприс временно заморозил работы на всех своих проектах в Дубае из-за жесткого карантина. Это коснулось и возведения башни в городском районе Дубай-Крик, которая должна была превзойти на 100 метров самое высокое здание в мире – небоскреб Бурдж-Халифа – 828 метров. Башню, оцениваемую в $1 миллиард, должны были закончить в этом году после 4 лет строительства к международной выставке Экспо-2020 в октябре. В Эмар Пропетрис ранее сообщили, что глава компании Мохаммед Алабар лишился своей зарплаты, а зарплата других сотрудников была сокращена вдвое из-за пандемии. Высотку спроектировал испано-швейцарский архитектор Сантьяго Калатрава. Это должна быть изящная железобетонная телебашня с круглым сечением переменной площади и длинным остроконечным шпилем. Внешне она должна напоминать одновременно исламский минарет, парижскую Эйфелевую башню, бутон лилии и мачту с вантами. В верхней части она будет иметь овальное утолщение. Под ним с высоты 700 метров будет растянута до земли поддерживающая юбка из предварительно напряженных стальных тросов-оттяжек, самых длинных из когда-либо применявшихся в строительстве. В состав сооружения войдут рестораны, магазины, отель, элитные апартаменты, конференц-залы, 10 смотровых площадок с садами, которые будут напоминать о древнем чуде света – висячих садах Вавилона. Некоторые из смотровых площадок будут открытыми и вращающимися. Для использования людьми будет предназначено менее 50% высоты башни. Прежде всего 20 этажей внутри овального бутона, а остальные этажи будут техническими, поэтому эта постройка не будет считаться небоскребом, хотя в сумме в ней будет порядка 210 уровней. Но она может стать самым высоким в мире отдельно стоящим сооружением. Интересно, что башня будет иметь самоочищающийся фасад, для чего будет использоваться вода, сконденсированная при работе системы кондиционирования внутренних помещений. На прилегающей территории будет создан огромный торгово-развлекательный комплекс. Условия площадки строительства башни в Дубай-Крик-Харборе похожи на таковые на участке Бурдж-Халифы, который находится всего в 8 километрах. Данные изысканий показали, что разрез площадки является горизонтально-слоистым, но при этом очень сложным и изменчивым по глубине. Он в основном представлен дисперсными или слабосцементированными песками и очень слабыми скальными породами – песчаниками, алевролитами, конгломератами и кальцисельтитами. Грунтовые воды являются жесткими, химически агрессивными и залегают близко к поверхности, что было учтено при создании системы защиты фундамента сооружения от коррозии. Как и в большинстве подобных случаев, для строительства самой башни был запроектирован свайно-плитный фундамент. Было выполнено строительство 145 мощных железобетонных свай барет длиной 72 метра. При этом было использовано 211 200 тонн бетонной смеси и 15 тысяч тонн стальной арматуры. Как и в случае со строительством Бурдж-Халифы, сваи и бареты изготавливались с использованием полимерного бурового раствора, которого ушло 220 тысяч кубических метров, а не обычного бентонитового, что повысило их несущую способность. Надо отметить, что несколько пробных и 6 рабочих барет были полномасштабно испытаны на рекордную статистическую нагрузку 36 300 тонн на каждую из них. Контроль целостности свай выполнялся сейсмоакустическим методом. Записей было 250 километров. Бареты объединила многослойная многоярусная железобетонная плита «Растверк» толщиной около 20 метров. При этом было залито 120 тысяч бетона, что равно весу 150-метровой телевизионной башни CN Tower в канадском Торонто. И использовано 16 тысяч стальной арматуры, что более чем в 2 раза превышает вес Эйфелевой башни в Париже. При строительстве фундаментной системы на площадке работало 450 опытных высококвалифицированных специалистов со всего мира, не считая рабочих. Был потрачен 1 миллион человека-часов, вынуто 170 тысяч кубических метров грунта. Стальные ванты будут крепиться с помощью анкерных технологий в особых фундаментных блоках, о которых подробные данные пока не публикуются. Известно только, что для заанкерирования оттяжек было построено 328 свай барет шириной по 6,2 метра. Как уверяет руководство, каждый аспект проекта, от материалов до строительных технологий, разработан в соответствии с самыми надежными международными стандартами. Любые риски сведены к минимуму. В том числе конструкция башни будет включать множество демпферных и амортизационных систем, расположенных на разных уровнях.
Но пустыня, она и есть пустыня. Сколько бы ни ставили кондиционеров, не опресняли воды, все равно Греции она не станет. У арабов, может быть, и нет другого выхода. Им нравится. Это их родина, они привыкли. А как же богатые туристы, для которых, собственно говоря, все это и строят? Они все равно выбирают Майами и Париж, а в Дубае все больше роскошных апартаментов с видом на пустыню стоят пустыми. Владельцы терпят огромные убытки. Мало что потратились на стройку, так ведь за зданием теперь еще и ухаживать надо. Чтобы, например, помыть все окна башни Бурдж-Халиф, потребуется 3 месяца и очень много денег. Кстати, один небоскреб-чемпион стоит в среднем $1 миллиард. Follow the voice in your heart.